поедем рыбачить. Нам ехать еще 7 часов. Хотел записать вступление, но батарейки на камере сели от мороза. Это большая сибирская рыбалка. В этот раз экстремальная. Погнали! Вы, наверное, сейчас смотрите и не понимаете, какой фигней мы занимаемся. Но мы баламутим. Вот такое вот приспособление называется баламут. Это такой груз, которому стучим по дну. За счет чего поднимается муть, и на эту муть подходит окунь. Вот такой вот интересный способ показали мне местные рыболовы. А вы видели что-то подобное? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Да, Юля ловит прямо из машины. Большой? Прямо через отверстие в полу. А? Умочка. Хозяин машины решил сделать такую вот своеобразную лунку в днище машины, убрал переднее сиденье и вместо него сделал лунку, в которую вставляется ПВХ-труба. Она является продолжением лунки, то есть ветер не сдувает леску и можно ловить в таком комфорте. Такой мороз для Юли это было настоящим спасением, так как палатки у нас с собой не было. Мне же с дядей Володей и Игорем пришлось ловить на улице, на морозе. Мы с дядей Володей сели за машину, там хоть меньше дуло. Он ловил на мормышку, а я пробовал ловить на блесну. Так как насаживать мотыля мне не было никакого желания. Потому что ловить приходилось в варежках. Как только ты их снимал, руки замерзали вместе с мотылем моментально. Покажи нормально. О. О. Но посмотря, как дядя Володя и Юля бездушно и без всякого сочувствия ко мне таскают окуней, я все-таки поставил мормышку. И поклевка не заставила себя долго ждать. Иди сюда, малышочек. Вот такая вот рыбалочка. На блесну не хочешь клевать, а мормышку поклевывает. Не хотелось даже прикасаться к мокрому окуню голыми руками, потому что они бы замерзли меня еще быстрее. Легко. Все, лети обратно. Такой вот. Потом я даже пожалел, что попался этот окунь, потому что ветер сильный. Хоть и машина нас спасала, но тем не менее ветер дул и выдувал леску. А? Мормышка тонула долго. Голыми руками долго ее отпускать не получалось. Приходилось это делать в варежку. Это неудобно. В итоге провозился с этой мормышкой. После этого у меня последовали 2 поклевки со сходами. Что-то вот в таких условиях приходится рыбачить.
Да не давай. О, это жесть. Мотыля, походу, съели. Дальше у меня съели мотыля, так как клев прекратился. Но я таки не решился достать мормышку, чтобы надеть новую. А? Не знаю. Дядя Володя сказал собираться, ну а Игорь и все остальные мужики на водоеме поддержали эту мысль. Ну и чё? Домой ехать надо. Да конечно. Я тоже одного поймал, Ваньке, говорю, это что, порядок, играет? Лучше дома сейчас у телевизора сидеть. Не, ехать надо домой. Сейчас сворачиваемся. А дальше случилось то, про что я сначала даже и не подумал. Удочка, на которой стояла мормышка, совсем не предназначена для сборки на морозе в варюшках. Это было крайне долго. Я пытался делать это в варюшках. Потом все-таки пришлось снять варюшку, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс. Намучился я с этой удочкой жесть как. Ведь сматывать мне пришлось 11-12 метров лески. Поэтому смотреть это можно только в перемотке, чтобы не занимать ваше время. Не вставала. Охереть, а. А теперь смертельный номер, который не рекомендуется повторять. Все ради моих подписчиков в Инстаграме. В минус 30, ветер 15-17 метров в секунду. Я захотел сделать фотографию в свой Инстаграм. Все ради вас, мои подписчики. И если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, пожалуйста, потратьте 3 минуты своей жизни, найдите мой аккаунт и подпишитесь на него, чтобы следить за моими обновлениями. Вот каких усилий мне стоило сделать эту долбанную фотографию с этим замороженным белым окунем. Ну а камеру я забыл выключить, и поэтому она запечатлела весь этот процесс. Все ради вас. И я случайно 2 раза достал пауэрбэнк вместо телефона. Отморозил руки, они потом мне долго отходили в машине. Но я сделал эту фотку. Вот эту долбанную фотку. Подпишитесь, пожалуйста. В общем, вот такая вот рыбалочка получилась. Витрина страшенная, мотыля не одеть, он внутри замерзает, ресницы Юля в машине ловит. Половила, плохо там тепло. А на улице вообще просто чичер, ну вы видите, все по мне. Это большая сибирская рыбалка, завтра приедем сюда. Ветра вроде не должно быть. Ну вот и первый окунь этого дня. Во второй день с утра ветра не было, но зато был мороз под 30 градусов. Какой полосатый. А? До хера. О. Господи. Как все сажают. Я люблю рыбалку. Я люблю рыбалку. Привет, Паша. Ну, что теперь сделаешь? Пойдем домой сразу нахер. Ой, господи, как я ненавижу зимнюю рыбалку. А. Пойду-ка я сейчас походу щуку искать, пошел в жопу, этот окунь мелкий, тем более. Там хотя бы просто в варежках стоишь и все. Полчаса потом, да одну рыбку поймал, и полчаса потом сидишь, всю херню с ней делаешь, с этой удочкой. Жопу,
короче, вот так и буду идти. Окунь, как назло, клевал хорошо. Стоило только опустить мормышку вниз и сделать одну-две проводки, и он попадался. Господи, что Но было очень холодно, и ловить так было просто невозможно. Поэтому я взял большой ратлин и пошел на поиски щуки. Ну, либо крупного окуня. Но сначала решил заглянуть к дядь Володе. неплохой. Неплохой. Клево, да мелочь. Мелочь. Ну, У него лежал один неплохой окунь, грамм 300-400, а остальные такие же мелкие, как у нас. вот там так же только опустил, она уже это. Такая себе рыбалка. Я на камеру говорю. С такой глубины таскать вот таких вот, такую мелюзгу. Это, конечно, приятный окунь, но не для этого места. В такой холод. И, в общем, я взял ратлин 9-сантиметровый и пошел искать щуку. Поклевка не заставила себя долго ждать. Должен признать, от нее у меня выплеснулся адреналин, так как я не ожидал. Сначала я думал, что это мелкая щука, но это оказался вот такой вот окунь. Да, вот такой вот большой ратлин попался окунь. Думал, щука. Ага. Сошел. Слишком замерзли пальцы, чтобы ловить на мормышку. Ты. А, нет. Может, крупный клюнет. Господи, такие вот окушки ловятся. Если на мормышку вообще нереально ловить при таком холоде, при таком ветре. Постоянно съедает мотыля, опарыша моментально, а насаживать невозможно. Поэтому я пошел искать щуку, но пока ловится только окунь. Но тоже интересно. Хочется поймать крупного окуня, либо щуку. Куда покатилась, Варюшка? Стой! Варюшка у меня укатывается. Пойду за Варюшкой. Стой! Главное, ставил маленькие блесенки окуневые. Никто не клевал, ни одной поклевки вообще. Поставил ратлин, вот, долбит. Ну, ратлин большой, они, конечно, багрятся всяко разно. Но они нападают на него. А, сломал я эту удочку.
Придется идти чинить. Я направился к машине, чтобы заменить хлыстик. В машине рыбачила Юля, поэтому я попросил ее, чтобы она заменила мне этот самый хлыстик. Хлыстик она заменила и продолжила рыбачить. Но я предлагаю вам посмотреть, как рыбалка проходила у Юли, когда она ловила прямо из машины, но в следующей серии. Потому что YouTube хочет, чтобы я регулярно выкладывал видео, чтобы он начал их наконец-то продвигать. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Дальше еще будет много интересных выпусков. Продолжение этой рыбалки. Еще одна большая рыбалка, где я ловил крупных, очень диких, мощных щук в затопленном лесу. Там реально очень сильные щуки были. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых выпусков. Ну а я поехал на рыбалку.